Всех приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Хотел бы записать такое небольшое видео, а может и быть и большое, про смену клавиатуры, как поменять клавиатуру, раскладку, не лишившись гарантии, без гравирования и так далее. Так, расскажу с самого начала. Есть разные раскладки клавиатуры. Есть европейская, как в моем случае. Это у меня швейцарская клавиатура. Есть японская и есть американская. В чем у них отличие? В японской отличается от европейской клавишей Enter, она намного шире. То есть в японской шире Enter. В американской Enter нету, есть Return. С этим разобрались. При заказе новой клавиатуры вам нужно будет учитывать это. Итак, я заказал кнопки с AliExpress европейской версии. Так они выглядят. Пришло оно с таким инструментом. Клавиши эти ничем не отличаются по качеству от оригинальных, поэтому отличаться они почти ничем не будут. Я считаю, лучше купить эти клавиши. Стоят они 5-6 до 10 долларов на AliExpress, везде по-разному. Посмотрел много видео про это. Люди мне там подсказали, но не учли некоторых тонкостей. Я хотел бы показать эти тонкости, потому что из-за них можно просто поломать и будет вам счастье. Итак, для чего я это делаю? Ну, всем известно, что кнопки затираются, замазываются, затягиваются, и потом компьютер имеет вид такой, ну, видно, что им пользовались и сильно. Поэтому я поменяю кнопки. Этим я не теряю гарантии, потому как я могу вернуть обратно оригинальные. Перед тем, как я буду продавать компьютер, в дальнейшем я просто поменяю обратно. Итак, какие я буду менять? Ну, все кнопки, которые отличаются от стандартных. Как этот процесс происходит? Сначала вы берете, пусть это у меня будет вот, единица. Снимаем ее. Подложка липкая, это двухсторонний скотч. Снимаем эту кнопку и наблюдаем. Чтобы ее снять, нужно подковырнуть снизу, отсюда. Как это выглядит? Мы подковыриваем снизу и потом вытягиваем кнопку на себя, получается. Тонкости заключаются, сделаю маленький спойлер, что некоторые кнопки не так меняются. И люди, не зная этого, некоторые на видео просто говорят. Все, вот как я показал, снизу поддеваем и на себя вытягиваем. Но не все так кнопки вытягиваются. И просто вы можете поломать, тянуть по такому же принципу все остальные. Допустим, стрелочки. Они не так меняются. Тут видно прижимные и вставные защелки. Значит, мы поддеваем прижимные, они находятся здесь, с этого края. С этого края мы поддеваем и в правую сторону кнопку сдвигаем, и она выходит. Это правая. Поэтому вот эти все стандартные кнопки снимаются однотипно. То есть снизу их подковырнули и на себя вытянули. Но вот эти нестандартные кнопки, скорее всего, вы их менять не будете. Ну, если все-таки будете, смотрите по новой клавиатуре. То есть по покупной. На кнопке видно, с какой стороны вы должны поддеть, а с какой стороны должны толкать. То есть прижимные, я не знаю, на камере это будет видно. Вот они, маленькие прижимные. А на краю видно, которые выталкивающиеся заклепочки. Вот. В принципе, это все тонкости, но о них не говорят люди. Они говорят либо в отдельном видео, что эти снимаются нестандартно, отличаются от этих. Либо люди рассказывают про эти кнопки, но не говорят про эти.
А если человек просто решил обновить клавиатуру и этого не учитывая, просто начнет тянуть отсюда, тут сломается и все. И это надо целую систему внутри менять. Впрочем, это уже совсем другая история. Давайте посмотрим даже пробел, как устанавливается. Все поддеваются. Тут нету таких, с которых вытягивать надо, с пазов. Тут все прижимные. То есть его надо подковырять отсюда, 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 отсюда. И потихоньку, шаг за шагом, не с дуру. То есть с этим надо всем аккуратно. Я знаю, что вот эти все меняются отдельно. Но я все равно буду от новой кнопки проверять, как ее установить. Поэтому и вам рекомендую. Эта тонкость, может кто-то о ней знает, может другие об этом думали. Но некоторые не задумываются, раз одно видео увидели. Ага, все, снизу подеваешь и на себя вытягиваешь. И буду так все менять. И поэтому я хотел бы на этом обратить внимание, чтобы не сделать себе печальный опыт и так далее. Так, начну я менять. Заменил я кнопки. На весь процесс этот у меня шло минут 15-20 времени. Ничего такого не было сложного. Поменял я все буквы, все символы я поменял. Также цифры с символами. Я заметил, цвет вообще не отличается. Вот я смотрю, ну как оригинально. Это я устанавливал кнопки на модели у меня M3 Pro. Также эти кнопки есть на M1, на M2, на M3, на M4, на Air, на M процессоре. Это я знаю точно. Просто надо при заказе смотреть, какие есть и для какого оно предназначено. Это я заказывал, подходило под M1, M2, M3, M4 Pro и 16 и 14 дюймов. Так, опять же, у меня европейская раскладка, то есть маленьким энтером. Поставьте лайк, напишите комментарий, было полезно или нет. Я старался, мне будет приятно. Также можете подписываться на канал, смотреть мои остальные видео. На этом видео будет окончено. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.